Вы покупаете приманки, меняете снасти и повторяете чужие схемы. А рыбы все равно либо мало, либо совсем нет. Вы смотрите ролики, читаете комментарии, выбираете какие-то навязанные вам уловистые приманки. Смотрите, как ловят другие, ловят часто, ловят пачками. И вроде бы делаете все так же, но приманка не ловит. И начинается. Место не то, приманка не та, условия не те, луна не в той фазе. Ну и, конечно, продавец козел. А правда в том, что многие из вас думают не с той стороны. Нас учат думать как спиннингистов, как на хвостовиков, как поплавочников. А надо, как рыба. Только так и никак иначе. Если вы давно на канале, вы видели мои странные блесна. Блесна с подвязками, блесна из трубок. На первый взгляд, это гибридная схема блесна, мушка, ассист. Для большинства это выглядит так. У нас на это не ловят, это полное говно. Зачем ты нам это втираешь, когда суперспециалисты на ютубе, спортсмены, нам показывают, как правильно ловить. Так почему ж ты не ловишь, если это правильно? Мы путаем одно. Путаем приманку с кормовой базой. На самом деле я давно ловлю не приманкой. Я давно ловлю кормом для рыбы. Все, кто это понял, уже давно ловят. Все, кто нет, продолжают читать идиотские комментарии про суперприманки, которых не существует. Их не было, их нет и никогда не будет, к моему великому сожалению. Многие из вас привыкли делить все по снастям. Если мушка, значит нахлыст. Если нахлыст, то только север, Дальний Восток. Если блесна, то это спиннинг. Если блесна, то это хищник. Да нет, все не так. Мотыль – это не поплавок. Нимфа – это не нахлыст. Блесна – это не спиннинг и не кастинг. Рыбе абсолютно плевать, какую снасть мы используем для доставки той или иной приманки. Рыбе абсолютно плевать, на поплавок ты ловишь, спиннингом ты ловишь, нахлыстом ты ловишь, фидером, как угодно. Рыба либо охотится вот с такими пастями, либо мирно ест. Другого не дано. И вот на этом все, абсолютно все начинающие ошибаются. Какая же роль блесны? Закинуть, анимация, поймать хищника. Уверены? В моей системе блесна давно не главное. Для меня это якорь, это транспорт, это ракетоноситель при забросе. Это источник движения, это акустический след, это возможность сказать «Эй, иди сюда, да, давай, заходи!» Это возможность крикнуть громко, привлечь мощными колебаниями рыбу издалека. Она создает движение по разным траекториям, она сыпется, она замирает на паузе. И это ее задача – привлечь рыбу, крикнуть на весь водоем «Я здесь, иди сюда!» А уж потом, когда вы рыбу позвали в свой супермаркет, мушкой мы можем аккуратно сказать рыбе «Подойди ко мне, съешь меня». Она может подойти и разглядеть ее, пощупать, повертеть, понюхать, попробовать на зуб. У меня есть муха-приманки, которые сложно назвать воблерами, стикбейтами, пилькерами, и которые нельзя уже назвать мушками. По форме почти воблер. Тело – имитация нимфы, только в размере 2, 3, 5х. Отдельный крючок, как у всех спиннинговых приманок. И стандартный привычный спиннинговый вес от 1 до 3-5 грамм. По логике они должны ловить лучше. Казалось бы, я совместил в этом спиннинговую приманку и совместил великолепную визуализацию мушки, естественность. Но часто происходит наоборот. Простая мушка, примитивная, до боли примитивная мушка, работает лучше, чаще и эффективнее. Еще не было небоскребов, еще не было паровозов, не было самолетов, на них уже ловили. Так почему мы не используем то, что было давно? То, что работало 300 лет назад, работает до сих пор. Почему? Вы никогда об этом не задумывались? Почему одни приманки ловят, другие нет? Да потому что все решает не форма, не цена, не сложность, не гениальность разработчиков. Нет. Решает доверие. Рыба, как Станиславский, видит, смотрит, не то, все, не верю. И вы уходите с рыбалки с низко опущенной головой. А та же нимфа воспринимается как нормальный кормовой объект. Блесна усиливает эффект, помогает забросить, создает шум, привлекательность. Ну как вас на ярмарке с рупором зазывают. «Эй, давай подходи, братан, покупай!» Главное зазвать. И потом выходит в работу мушка. Нежно, эффектно, гармонично.
Почему работает нимфа? Да потому что это корм. Вам дай яблоко размером с автомобиль. Вы будете его есть? Ну, мне лично было бы сыкотно. Скажу честно. А почему рыба должна думать по-другому? Самый стабильный вариант вам начать с мотыля. Он есть везде, зимой и летом. И главный вопрос не почему или можно ли его имитировать, а самый главный вопрос к вам почему? Почему вы этого не делали раньше? Это же все лежит на поверхности. Это все очень просто. Нимфа для спиннинга сама по себе очень слабая приманка. Малый вес. Она очень мелкая. У каждого спиннингиста в голове, по-моему, какие-то предрассудки, что блесна здоровая, воблер вот такой, блин, что вот такая хреновинка не соблазнит рыбу, что вот такой крючочек просто сломается, если влетит на 30, на 40 килограмм. Нет, не сломается. Все выдержит, все сработает, если просто включать голову. Она всегда у вас под рукой, всегда. А вы прибегаете к эхолотам, эхолоты, GPS, когда у вас все вот здесь с собой. Нимфа в спиннинге, да, слаба сама по себе, но в системе это работает великолепно. Блесна, ассист, мушка. Это уже не раздельные приманки из разных миров. Японская техника, нахлыстовая приманка, классика спиннинга, блесна, колебалка. И они совмещаются вот в этом одном гибридном стиле. Блесна кричит, привлекает, ассист держит мушку, подает ее красиво. И нимфа становится кульминацией атаки. Все. Это не магия. Это просто простой, примитивный инженерный подход. Такая система, это, опять же, это не волшебная палка, что чик и все. Нет, это не универсально, ни в коем случае. Ну нет такого, нет. Активная рыба – это всегда воблеры, это всегда железо. Нет активности. Начинаем ставить блесну, ассист, нимфа. Все. Чудес не бывает. Большинство из вас копируют форму. Какие бы ролики ни смотрел, занимаются плагиатом, копируют форму, еще и радуются, что всех обманули. Ребята, я тоже выкладывал размеры, меня часто спрашивали, дай размер того сего, я даю размеры, потом мне пишут, у нас не получается такой же игры. Так у вас ее никогда и не получится. Вы копируете форму, а надо копировать поведение. Вы изначально совершаете одну большую грубую ошибку. Вы пытаетесь сделать то, чего вы не знаете. Вы не знаете, как она должна работать. А именно про это я пытаюсь рассказать вам в каждом ролике, ну почти в каждом. Пытаюсь заставить вас думать головой, думать ею. Часто я показываю и плюсы, и минусы, чтобы вы поняли, где использовать, а где нет. Как подать, а как лучше отставить. Просто думайте как рыба. Думайте с позиции покупателя, а не продавца. Как подать, какую приманку подать, чтобы просто эту рыбу обмануть. Тупо ее соблазнить и заставить сделать атаку. Блесна с подвязкой, ассист с мушкой, нимфа, мотыль. Как я уже сказал, это не три разных мира, это одна логика. Главное в нашем деле, в рыбалке, да впрочем, как и с девушками, надо узнать среду обитания, кормовую базу, закинуть приманку и ждать. Взяли, отличились, поставили галочку, отпустили, ловим новую. Все. Удачи в рыбалке, парни. Хороших и злых поклевок.